Привет! Я в Пекине. За несколько дней постараюсь изучить его с разных сторон, от трущоб до культурных мест и современных деловых центров. Покажу вам Пекин в 2 выпусках. Итак, начнем по порядку. Так, ну я добрался до Пекина. Заселился в отель, сразу поехал, чтобы таскать его вещи, и приехал сейчас на олимпийский парк. Это где в Пекине были олимпийские игры раньше проходили. Сейчас всю эту историю никто не забросил, только развивает. Народу очень много здесь, спортсменов. Ну и туристов много очень приезжают, смотрят. Потому что очень красиво, очень масштабно, и все поддерживается на хорошем уровне. Ну и помимо этого есть еще внизу, вот, например, вот там есть торговые центры какие-то, всякие разные магазины можно зайти, помимо того, что просто погулять, посмотреть. Вот. Когда сюда подъезжаешь уже ближе на метро, видно сразу много ребят в спортивной одежде едут сюда, видимо, на какие-то секции заниматься с сумками и так далее. То есть атмосфера здесь такая спортивная, прям движуха прет. В целом, примерно так вот выглядит стадион. Я, в принципе, подошел к нему, осталось метров, наверное, 70-80. А вовнутрь, не знаю, пускают или нет, и видел, что на входе продают какие-то билеты в бассейн, потом в бассейн с доставкой на электрокаре, чтобы не ходил никто пешком. Причем летом это актуально. Сейчас на улице, я не знаю, в Пекине последние дни были какие-то сильные штормы и дожди. А я сегодня как раз приехал, и все, уже ничего нету. Так, ну к стадиону мне получилось пройти. Тут вход свободный вроде бы как. Дальше пока не вижу. Сейчас дойду до какого-то входа, вон где-то люди собрались, стоят что-то. Так, ну короче, на сам стадион не пускают. Там какие-то работы ведутся ремонтные сейчас. Вот, единственное, вот такие кафешки можно заходить и с них смотреть. Они находятся прямо на стадионе, посередине между трибунами. Вот, и вид с них, в принципе, как с мест, если бы вы сидели на этом месте, потому что места сидения с кафешкой там буквально метр между собой у них расстояние, поэтому то же самое. Вот. Кафе всяких много, Макдональдсы, какие-то просто еще непонятные китайские кафе. Тут есть метро, 3 штуки в Олимпийском парке, в начале, в конце и посередине. Я приехал в тот, который посередине, там много кафешек, магазинов и так далее. Надо ехать, который первый, чуть, скажем так, дальше от центра. Тогда вы выйдете прямо напротив стадиона. И не придется шагать много, как мне. Вот, если ходить к магазинчикам, то это посередине. Вот, тут на месте можно тоже покушать что-то, видеть и так далее. Вот, ну, сфотаться, посмотреть и не больше. Тут много чего тут не насмотришься, потому что стадион сам не пускает внутрь. Ну, в принципе, это правильно, в основном нигде не пускают. Туда ближе к полю и так далее. Только с каким-то отдельным, индивидуальным, групповым билетом и так далее. Вот, ну, в целом, вот как-то так. Как-то нелояльно сейчас, скажем так, Китай по отношению к тому, чтобы приезжали иностранцы. Хотя они открылись только не так давно, да, там месяц, сколько, 3, наверное, прошло, 2,5. Но все же ничего не подготовлено для того, чтобы иностранцы хоть как-то тут ориентировались. Понятно, есть на английском, да, там какие-то, скажем так, обозначения, указатели. Но в плане оплат чего-то, покупки билетов, проходов куда-то, на какие-то мероприятия, ничего вообще не сделано. То есть иностранец приходит, его пихают в общую очередь, там стоит сотрудник, который вообще ничего никак, ни по каким языкам не говорит, кроме как китайского.
И он ничего не может объяснить иностранцу, иностранец ему. И в итоге это все стоит на месте, ну как-то, не знаю. Если хотите привлекать туризм, не только внутренний, но надо что-то делать для этого. Либо сотрудников стать, которые хотя бы говорят на английском немножко. Либо как-то все это упрощать, чтобы отдельные входы для иностранцев были. Вот в метро, в ЖД вокзалах, там есть отдельный вход такой с правой стороны, всегда везде, вот когда я везде ездил, и в Шэньчжэне, и в Шанхае, и в Гуанчжоу. Туда иностранец подходит, прикладывает паспорт и проходит, сканируется у него автоматом, в системе уже есть твои данные, когда ты билет купил. Там вот в Пекине закрытый город, в который я завтра попытаюсь попасть, но я вообще вот не уверен, что я туда попаду. Заранее я ничего не покупал, потому что через иностранный все сервис, скажем так, нужно делать. Он не иностранный, а это нужно все делать через китайские сервисы. Я ни на каких не регистрировался, потому что, ну, зачем мне это надо? Я приехал на 2 недели поснимать разные города. И больше я не буду ими пользоваться. Зачем мне нужно там что-то регистрироваться, вводить, отправлять данные, подгружать какие-то карты и так далее, и так далее. Это куча непонятной возни, непонятно зачем. И все эти приложения, они все на китайском еще плюс к тому же. Не знаю. По мне это все очень сильно неудобно. Нужно что-то делать. Как-то так. Такое честное, объективное мнение. Вот такие, кстати, еще есть интересные, тоже старинные китайские постройки в старом традиционном китайском стиле, если правильно. И все это посредине тоже парка, но единственное находится на нижних этажах, скажем так, на -1. То есть такая неприметный спуск, спускаешься, здесь как раз и метро, спуск еще, и сбоку вот этот. Тоже смотрится красиво, интересно. Ребята в карты рубятся, сидят. Я посмотрю, эти сувениры продают. Что там багаж? Видимо, кашу-то пора варить. 3700多万，捡回来。这还有这个呢，这个嘛，这是Пекинская мода. Пузо наружу. 越细越贵。 Ну, вот так вот живут люди, причем в центре Пекина. Такие халупы. Ну и вот это все, это центр Пекина практически. Туристы, которые даже ходят, китайцы тоже пытались зайти сейчас туда, и их никто не пустил. Ну, Пекин вообще такой своеобразный город, если честно, он прям очень сильно отличается от остальных, как по мне. Очень сильно прям бросилось в глаза, что люди какие-то, как сказать, ну, такие не особо приветственные какие-то, на автомате какие-то сами по себе. Вот, когда у них как будто, знаете, они с утра выходят из дома, у них маршрут забит, там точка А, точка Б и так далее. И вот они по этому маршруту как будто в голове в навигаторе и ходят, вообще никого особо не замечают. Когда что-то спрашиваешь у них, они не особо как-то на контакт идут, как-то либо стесняются, либо что, либо просто не до тебя, но скорее всего, как вы знаете, больше не до тебя. Вот что такое, кафешечку новую делают, тоже сюда вот между всеми этими зданиями запихнули, и будет кафешечка скоро. Ну, здесь в основном туристы ходят, китайские фотаются. Девчонки что-то фотаются, что-то думали. Кафешка какая-то с мишками на крыше. Прикольно сделали. И внутри, и снаружи что-то есть. Поэтому в Пекине люди какие-то немножко своеобразные. Наверное, то, что прям совсем мегаполис, столица. И примерно такие же, как они, как в Москве. Всем как-то на всех все равно, все
на своей какой-то волне, о жизни как-то с непонятной точки зрения многие смотрят. Вот. Например, в том же Шанхае мне очень понравилось то, что там как-то все спокойные, все как-то приветственные, все welcome, все позитивные такие. Все у них так размеренно, никуда не торопятся, никуда не бегут, хотя тоже город очень здоровенный, большой. Но вот как-то так. А в Пекине вот как-то своеобразно. Ну и в плане удобства. В Пекине не совсем прям удобно пока мне. В плане передвижения немножко тоже странноватые бывают маршруты. Вот, метро старенькое очень, много где открытые, скажем так, станции метро, шумно. Вагончики старые, карты старые, обозначения разные, поэтому как-то так вот. Но все равно неплохо, интересно приехать, посмотреть, путешествовать. Вот дядька вышел с дома, мусор выбросил и пошел дальше домой. Но, кстати, вот все, что заметил здесь, много кафешек что-то строят. Видимо, после пандемии вот они начинают что-то восстанавливать, что раньше было здесь. Например, видно здесь, что раньше была какая-то кафе. Но, видимо, пандемию тут все закрылось. А сейчас вот потихоньку все начинают что-то делать. В общем, помимо того, что тут терминалы для оплаты старые, такие вот старые станции, так еще сейчас деньги закинул, мне билет не дает. В итоге она пришла мне вручную, дала там его где-то с другой стороны в кассу. Короче, в Пекине метро веселое. И это уже не первый раз мне так зажевывает деньги и ничего не дает. И обратно их не выплевывает. Так, ну что, я добрался в итоге до главной телебашни Китая, наверное, сказать можно уже. Ну, в частности, Пекина это. Вот. Здесь, кстати, народу немного, но все по билетам идут туда, подняться наверх. Первое, билетов сказали, что нету нормальных. Либо надо было их тоже бронировать заранее. Вот. Остались билеты, только сказали золотые, ну, в плане по цене 389 юаней. То есть это 4,5 рублей. Ну, как бы не столько интересно мне посмотреть за 4,5 рублей этот вид, как бы. Того оно не стоит, я считаю. Вот, я думаю, что это какое-то разводилово для туристов, и в принципе это билетный центр, он пустой стоит, никого возле него нету, кто-то подходит, также туристы спрашивают, причем китайцы, иностранцев нету, и они тоже как бы смеются там и уходят, никто не покупает. Вокруг какой-то парк, какие-то небольшие лужайки с какими-то с интересными такими домиками. Но ничего прям такого грандиозного нет. Вот там мельница есть, какая-то тарелка большая, якобы, видимо, какая-то старая. Просто весь акцент на то, что люди будут покупать билеты на саму, скажем, телебашню и туда приходить. Вот. Единственное, на входе такой вот по ступенькам фонтанчик они сделали. Ну, смотрится неплохо. Либо он смотрится для меня неплохо, потому что в Пекине сегодня нереальная жара и духота после всех дождей. И любая вода это уже неплохо. Хочется искупнуться где-нибудь. Проблема в Пекине с тем, чтобы куда-то попасть, потому что билетов нету ни на что. Якобы все раскуплено, кем непонятно. Ну, скорее всего, китайцами онлайн раскуплено, но из них там процентов 30, наверное, не приходит никуда, билеты просто так загорают. Ну, понятно, они заработали, им все равно. Но для туристов, опять же, это очень неудобно. Пока в моем списке всех китайских городов, где я побывал, во многих уже побывал городах, Шанхай самый топ.
самое удобное. И метро, и пешком. И все достопримечательности, они рядом с метро. Ну и в принципе даже на машине, на такси ехать тоже пробок нету, спокойно, быстро доезжаешь. И как-то люди больше по душе. Различия очень сильно, я уже рассказывал, что по людям. Поэтому мне больше Шанхай нравится пока. Такой интересный подъем мне сделали. Мостик над дорогой. Не знаю, приехал за день в Пекине, как будто в какую-то московскую суету очутился, вот попал. Не особо мне нравится, скажем так, все это. Уже год как не живу там, считай. И как-то отвык от этого всего, и не хочется даже обратно привыкать. Ну, не знаю. Шанхай one love все равно у меня. Пока. Посмотрю завтра еще остальные места, скажу, которые я, скажем так, заранее подметил. Вот. Сегодня, в которые хотел попасть, попал не во все, в половину, наверное, только. По причине, что ну, просто нет якобы билетов, и все. Так, ну я приехал в одно место в Пекине, называется арт-зона 798. Тут, скажем, такой промзона какая-то, на которой сделали разные арт-объекты. Где-то здания украшали, где-то просто какие-то статуи поставили и так далее. Сейчас все посмотрим, все поизучаем. Но пока вроде бы все интересно довольно-таки со стороны выглядит. Так, а вот это какая-то непонятная, то ли труба, то ли что, это так туалет они сделали, прикольно. История про, скажем так, любителей какого-то искусства. Вот прикольные такие вот сидульки. Ну-ка посидим. Ну, довольно-таки мягко, кстати. Вот такой же зелененький есть. Ну, кстати, выглядит очень интересно, так необычно. Какие-то вот такие штучки. Но мне кажется, что-то вот такое дома где-то поставить, мне кажется, очень необычно и красиво будет. Кто-то понамазюкал так. Так, ну это, знаете, из разряда. Надо вот так вот стоять с умным лицом и говорить: это конь. Да, конь. Все, пойдем дальше. То есть, не знаю. У меня просто картинки на картинки. Я не любитель всяких там картин и так далее. Для меня это просто вот так вот посмотреть, картинки, да, картинки. Что-то есть интересное, необычное. Возможно, в квартире, да, это будет неплохо смотреться. Там в доме, неважно. В офисе. Здесь посмотрим, что тут у нас есть интересное. Hello. Или нихао. Так удобнее. Просто когда я начинаю говорить нихао, сразу со мной начинают все на китайском разговаривать. Я такой, а это все? Больше ничего нету. Это максимум.
общем, вся эта история для посещения обязательно, мне кажется, тем, кто любит вот такое вот искусство, скажем, картины какие-то, статуэтки, какие-то произведения искусства вроде, в общем, скажем так, в общем, если. Вот это вот туда обязательно. Вот. Для таких, как я, которым как бы, ну, посмотрел, да посмотрел, как бы, ну и все. Наверное, я тоже надо посетить, скажем так, для общего развития. Такой туннельчик интересный. Вот. Очень интересно все это выглядит. Лично мне понравилось. Поэтому я бы рекомендовал посетить тоже. Так, ну это какой-то такой ресторанчик с такими книжками всякими, сидушками. Это клуб любителей почитать. Какой-то тестировал. Сушки. Ушки мягенькие. Вот такой вот неплохо было с собой куда-нибудь возить. Где-нибудь так раз. В самолете сел мягко. Ну вот это мне нравится. Вот уже вот это интересно и красиво. Все выглядит. И вроде как кафе, и вроде как какой-то арт-объект, скажем так. Какие-то смешные барашки сделали. Выглядит все довольно-таки интересно. По крайней мере, детям нравится. Из деревьев. Вот это очень интересная история. Необычно так сделали. Это все растения живые. Тут везде мокро. Постоянно их обрызгивают. Поливают. Очень красиво. Так, тут тоже шторок. Пойдем вот так вот сквозь них. Можно? Я думаю, нас не наругается, но сквозь них прям пройдем. Hello. Ну, кстати, тут уже вот эти все кружечки по цене есть и адекватно. Вот это вот такая вот 20 юаней. Вот похоже что-то, что я там видел, 78 юаней. Ну, тут как бы я верю уже в правду, в цену. Хоть как-то. Но не по 600 юаней. Хотя вон тут вот набор чайный. 1900 юаней. На, держите. Вот такие есть наборчики. О, кот прикольный. Правда, стоит 5000 юаней. Ну, прикольно. Такой китайский кот-хомяк. Это подвижный экспонат здесь бегает. Какие-то. Эй, ты чей? Волка. Это электротачка катается тут местная от этого заведения. Что-то делает, видимо, беспилотник какой-то. А, воду продает. Даже вместе сделали. 5000 кому надо. Так, это Супер Марио, да? Или нет? Все похоже. О, панда вот прикольная. И дальше уже опять пошли всякие разные игрушки. Ну, в целом все это интересно и красиво выглядит.
Вот какую-нибудь такую одну домой поставить, наверное, весело, прикольно будет. Ну, опять же, на любителя, наверное. Но ценник какой-то неадекватно высокий. Такой заяц-космонавт. Необычно. Смотри, какой пес. Прикольно. Кто-то этот заяц не понравился. 看看日本的花器 ，but this is captured from the French. Заяц из Франции? Yeah, but the original artist from Australia. Короче, заяц, говорит, припрыгал из Франции сам. 看看一些花 Потом вот 器， здесь уже 是看你喜欢的。 сделали каменным. 你好。 Складно лепит, короче, парень. Ну мы-то знаем, что день под Гуанчжоу собрали его. Так, ну немножко, скажем так, культурного Пекина я вам показал. Место интересное, большое, посетить надо. Особенно для любителей это вообще будет прям топ. Поэтому приезжайте, смотрите, я локацию тоже оставлю, все под видео, где его найти. Вот. Единственное, добираться сюда на такси, либо на машине. Вот. Потому что от метро там где-то 1,3 километра идти, что совсем не очень удобно. Вот. Я вот пока дошел, немножко подустал. Вот. Обратно, наверное, думаю, на такси поеду до метро. Вот. Но оно того стоит. Место большое, много чего посмотреть, много есть кафе, где потом посидеть, можно отдохнуть. Либо периодически отдыхать между просмотрами, потому что много всего. Вот. Чтобы все посмотреть, наверное, полдня надо закладывать. Что-то посмотреть, что-то пофотать, потом перекусить, что-то попить, посидеть где-то. Точно, я думаю, что полдня на это уйдет. Вот. Но оно того будет стоить, точно.